Друзья, привет! В этом видео я назову честные плюсы и минусы Болгарии. Я здесь прожила 7 месяцев в 5 разных городах, поэтому мне есть что сказать. Сразу скажу, я поделюсь своим субъективным мнением. Собирая такие мнения от разных людей, вы можете составить цельную картину о жизни в любой стране. Без лишних слов начинаем. И начнем мы с достоинств. Первый плюс – это природа. Вообще, я считаю это главным плюсом Болгарии. Здесь есть и горы, и море, очень много зелени. И вот эта вся зелень и, в принципе, природа очень украшает всю страну и в какой-то мере смягчает ее недостатки. Второе – это цены. Если брать страны ЕС, то Болгария будет одной из самых бюджетных. Да, после начала войны в Украине здесь цены поднялись, как и в многих других местах, но они все равно вполне приятные. Про то, сколько стоит жизнь в Болгарии, я снимала отдельное видео, где я назвала актуальные цены на жилье, еду, транспорт и сказала, сколько конкретно мы тратим денег в месяц. Третий плюс Болгарии – это безопасность. Да, в Болгарии я чувствовала себя в безопасности. Мне, конечно, грех жаловаться, я не нахожусь сейчас в Украине, где происходит ужас и несправедливость, но мы здесь собрались для фактов, поэтому да. В Болгарии довольно спокойно. Я здесь часто видела полицию на улице, особенно на праздники. Здесь светло в плане освещения вечером, не везде, но все же, как минимум в больших городах точно. И интересно то, что здесь невысокий уровень преступности. В эфире рубрика интересных фактов. В Болгарии происходит 1,3 умышленных убийства на 100 тысяч населения. Четвертое – архитектура. Я говорю здесь не за всю архитектуру, а конкретно за старые города. Особенно я полюбила архитектуру Пловдива и Великотырного. Там очень уютно, красиво, но в то же время я там видела много прям очень старых домов, которые уже нужно сносить. Но в целом впечатление у меня осталось приятным. Достопримечательности. В Болгарии полно красивых и необычных достопримечательностей, и сейчас я кратко перечислю места, в которых мы были и которые мне понравились. В Софии мы обошли центр города, поднимались по лифту Симеонова, там очень снежно, но красиво, открываются красивые виды, можно покататься на лыжах. Также мы ездили на Баянский водопад, поднимались, там сначала идет такой лес, а потом нужно подниматься к водопаду. Это не быстро, но очень интересное путешествие получается. В Пловдиве мы, конечно же, ходили в старый город первым делом. Это было первое видео, которое мы там сняли, это прогулка по старому городу. Также мы посетили холмы, которых там есть несколько, точно не помню уже сколько, 3-4, вот что-то в этом роде. Также мы ездили за город с нашими друзьями на машине, и там находятся интересные города, маленькие, Сопот и Хисаря. И также мы ездили в пещеру Снежанка, которая тоже находится за городом. В Варне мы, естественно, тоже посетили центр города, где мы только не были в центре. Там, в принципе, уютно, можно погулять, есть пешеходная зона. Также в Варне есть огромный, красивый такой пушистый приморский парк. Да, в нем есть какие-то старые элементы, но в целом там атмосфера очень уютная за счет того, что там очень красивые деревья, такие пушистые, прям как лес. Также мы ходили на римские термы еще с Мариной, с моей подругой. Очень интересное историческое место. Также посетили Нос Галата. Это вообще было необычное видео, которое очень хорошо зашло, потому что мы в нем посмотрели на Варну совсем под другим углом, с другой стороны, в общем, в прямом переносном смысле. И также мы посетили скальный монастырь Аладжа. Тоже очень интересная и необычная достопримечательность. В Бургасе мы были в центре города, там такая же примерно пешеходная зона, можно гулять. Также там есть, кстати, очень много схожего в Бургасе и Варне. В Бургасе есть Приморский парк, только он какой-то не такой уютный, как в Варне, по моему мнению. Также там есть фестиваль песчаных скульптур в том же парке, такие вот песочные скульптуры. С детьми хорошо туда пойти, в такое место. И из необычного в Бургасе находится остров Анастасия. Очень красивое место, куда я советую вам поехать на экскурсию, если вы там будете. Нам там очень понравилось, и видео оттуда, кстати, вышло очень уютное и красивое. В Великотырново мы постоянно ходили в старый город. Также мы посетили крепость Царевец. Да, сейчас я скажу правильно. Там же рядом находится мини-Болгария парк, такой парк миниатюр из разных достопримечательностей Болгарии. И музей иллюзий. Все эти места я сняла и выложила на канал, с ними видео, и объединила это все в один плейлист «Лучшие места Болгарии», поэтому если вам это интересно, хочется понаслаждаться атмосферой Болгарии, то заходите в описание, там будет ссылка.
Шестой плюс – это еда. Саму болгарскую кухню мы не пробовали, признаюсь, не было как-то вот порыва желания, но могу сказать за ассортимент больших магазинов и, в принципе, магазинов, да, и тут с этим все хорошо, продукты качественные, выбор большой. Из больших магазинов, из больших сетей таких, тут есть немецкий Lidl и Kaufland, и австрийская Била. Мы часто ходили в Билу, а потом перешли на Lidl, и, кстати, он нам понравился даже больше. Седьмой плюс, наверное, мой самый любимый, почему я обожаю Болгарию, это потому что здесь очень теплый и мягкий климат. Здесь практически всегда без ветра, не знаю, может, нам повезло, и вот полгода не было прям такой плохой погоды, но часто было солнечно, безветренно и так, знаете, спокойно. А еще здесь действительно теплее, чем в других странах Европы, и это, я считаю, важный плюс, особенно для тех, кто не любит холод. А еще мы здесь застали мало дождливых дней и особо наши зонтики не использовали. Восьмой плюс – это язык. Болгарский язык сам по себе не очень сложный, он похож на русский, украинский. У нас, в принципе, все языки так довольно смешаны, и что-то пошло от одного, что-то от другого, сложно сказать, что откуда, но при желании его можно довольно быстро выучить. И у нас такой цели не было, потому что, мы понимали, я понимала, что я не буду здесь долго жить, и мы здесь временно находимся, нет смысла учить язык. Я больше делала фокус на английский, до сих пор его делаю, потому что это универсальный язык, и очень нравится его практиковать. Так вот, хоть у нас и не было цели учить язык, мы его стали со временем интуитивно лучше понимать, хотя вообще у нас были трудности. В основном в Болгарии говорят на болгарском, и также по 25% людей говорят на русском и английском. На русском говорят больше старшее поколение, а на английском молодые люди. И часто были ситуации, когда мы заходили в какие-то заведения, магазины, и люди говорили только на болгарском. Мы немного друг друга не понимали. Это был своего рода минус, но так мы все-таки... в целом это очень хорошая практика, чтобы выходить из сложных ситуаций. И нам тут помогал Google переводчик, так что, в принципе, все нормально. А теперь переходим к минусам. И сразу хочу сказать, что этим видео я никоим образом не хочу никого обидеть или унизить. Я просто хочу показать реальную картину жизни в Болгарии, подсветить как плюсы, так и минусы. Так вот, насчет минусов. Я считаю, что в них скрывается куча точек роста для Болгарии. И, в принципе, у этой страны много потенциала и ресурсов, просто нужно этим правильно распоряжаться. И на всякий случай напомню, что идеальной страны нет. Так же, как и одного мнения. Так вот, первый минус – это диджитализация. Да, в Болгарии технологии немного отстают, и что я здесь имею в виду? Во-первых, часто мы сталкивались с тем, что можно было заплатить только наличными, и это было не только в отдаленных местах, но и, например, у стоматолога, где мы потратили очень много денег, не буду говорить сколько, но мы там лечили кучу кариесов, делали чистку, и нам приходилось снимать вот эти много денег через банкомат, приносить стоматологу, это было странно. Такая же фигня с оплатой была и в парикмахерской, куда ходил Андрей, и в ресторане иногда, и в сувенирных магазинах. Я бы сказала так, в 70% случаев нам удавалось заплатить картой, но в 30%, скажем так, не везло. Поэтому в Болгарии нужно с собой иметь немного наличных. Во-вторых, в Болгарии почему-то некачественные сайты. Это, знаете, какая-то пустая ниша для дизайнеров, тех, кто делает сайты. Я удивилась, потому что у нас были прям такие смешные ситуации, когда мы заходили на сайт, а там просто все плавало, и было очень плохо сделано. То есть даже человек, который не разбирается в дизайне, он поймет, что что-то здесь не так. Также здесь была проблема с тем, что, не очень удобна была коммуникация с разными специалистами, то есть тут как будто бы не хватает приложений, что там уж говорить про банк в телефоне или поликлинику в телефоне, как у нас, например, есть в Украине. Да, в этом плане Украина, конечно, продвинутее Болгарии, потому что здесь и документы все находятся у нас в ДИИ, и можно легко записаться в больницу, там 2 клика. И можно, кстати, легко заказать такси. Да, здесь нет Uber, а в Болгарии это минус, я считаю. Тут в основном, как я заметила, может, это только нам так повезло, наш опыт такой был, что в Болгарии часто, чтобы вызвать такси, нужно писать в какой-то Viber на болгарском языке. Это было странно и непонятно. Так что да, в Болгарии не хватало такого комфорта, как мы привыкли
это чувствовать в Украине, и я вообще не думала, что у нас Украина довольно продвинутая в таком плане, поэтому я восхищаюсь нашей страной, хочется, чтобы так было везде. Второй минус — это бездомные животные. Здесь их очень много, особенно котов, собак меньше, но я бы сказала, да, это красиво и мило, и мне нравится общаться с животными, я обожаю котов, но часто я встречала собак, которые были прям сильно упитанные, то есть их, видимо, много кормят, и поэтому они прям такие толстые, лежат постоянно, и это же тоже вредно для их здоровья, так же, как и недокармливать. Так вот, непонятно, типа, с одной стороны это мило, а с другой стороны все-таки небезопасно для животных. Непонятно, как они переживают зиму, всем ли хватает еды и так далее. Третий минус Болгарии — это низкий уровень заработной платы. Минимальная зарплата здесь около 360 евро, а средняя около 870, без вычета налогов. И да, в сравнении с Украиной уровень ЗП здесь выше, но если брать страны Европы и ЕС, то Болгария пока проигрывает. Ну и четвертый минус вытекает из третьего, это бедность. Да, какой уровень цен, такой и уровень жизни, и Болгария в этом плане довольно бедная страна. Есть, конечно, не спорю, десятки стран, которые беднее Болгарии в мире, но напомню, что у нас все-таки мы сравниваем Болгарию со странами ЕС, это будет как-то логичнее. Поэтому в этом плане бедность тут сильно чувствуется. А проблема бедности — это не только про деньги, но и про мышление. Из-за недостатка денег у людей появляется много негативных установок, которые этих людей тормозят, пока они из них не выйдут. Это не что-то уникальное, это есть и у меня, и у каждого человека на этой планете в той или иной мере эти установки. Но тут нужно честно смотреть правде в глаза и работать с собой изнутри. Пятое — это хаотичность. Она проявляется в деталях, и гуляя по некоторым местам, ты это особенно чувствуешь. Где-то очень странная планировка зданий, где-то не хватает нормальной пешеходной дороги, где-то разваленная дорога и мусор, где-то какие-то непонятные артефакты прошлого века. Следующий минус — это заброшенные дома. В Болгарии их правда много, и в центре города, и на окраинах, и в столице, и в маленьких городах. И даже в Великотырново, в старом городе, мы видели прям такие старые разваливающиеся дома, которые вот снести бы это все или перестроить, и Болгария сразу же стала намного приятной глазу и намного более красивой и ухоженной страной. Седьмой минус — это серые коробки. Куда же без них? Я уже не раз вам показывала их в разных видео и говорила свое мнение на этот счет, на их счет, но повторюсь еще раз. Лично меня вот эти серые дома очень расстраивают и вводят даже в какую-то депрессию. И их создавали пачками в какое-то время в прошлом, чтобы в них жило много людей, просто жило. То есть они некрасивые визуально и не дают никакой мотивации на развитие. По плюсам и минусам все, а сейчас я кратко подытожу свои впечатления от каждого города Болгарии. В Софии мне больше всего понравились горы и парки, здесь очень красивая природа, и еще я бы сказала, что это город самых красивых собак. В парке я просто была в восторге от того, какие здесь красивые собаки разных пород. И я бы сказала, что здесь классно работать, создавать бизнес, развиваться, но я бы не хотела жить в таком городе, потому что здесь уж слишком насыщенно и как-то шумно. Пловдив же очень красивый живописный город. Здесь можно пойти прогуляться по старому городу, подняться на холм, чтобы понаслаждаться, солнышко, ура, чтобы понаслаждаться видами на город. И также, если хочется, можно поехать за город, чтобы подняться на гору или опуститься в пещеру. Варна — это уютный морской город с огромным парком, похожим на лес. Как я сказала, это мой любимчик парк. Мой любимый парк был в Варне. Сюда отлично приезжать летом, чтобы покупаться в море и отдохнуть. Но серых коробок здесь и правда очень много, которые портят картину всего города. Бургас — более продвинутый город у моря с развитой инфраструктурой, и именно здесь можно посетить обитаемый остров Анастасия, невероятное красивое место со своей историей. А вот Великотырново — это самый тихий и спокойный город. Здесь хорошо просто быть. Идеальный вариант — приехать сюда, чтобы отдохнуть от вечной суеты и гонки, которая прослеживается в более больших городах. Тут можно гулять по старой части или посетить красивые достопримечательности, такие как крепость Царевец и парк миниатюр. А какой город Болгарии нравится вам больше всего и почему? Напишите в комментариях.
За эти 7 месяцев я очень полюбила Болгарию и как-то привыкла к ней, поэтому прощаться с ней немного грустно, но дальше больше. Подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить следующие видео, которые я буду снимать уже в новой стране. Я в это не верю. Но, кстати, сразу вам скажу, что канал будет меняться, обновляться, будет новый график, новая шапка, новое все. Так просто немножко интригую, но надеюсь, вы рады и сами ждете этого момента. Будем вместе с вами изучать новую страну Европы. Так что да, совсем скоро увидимся снова. Пока!